Доброе утро, зрители первого в 2025 году февральского инфакта. Каждый уважающий себя мужчина задавался этим вопросом. А как выглядела бы коллаба Helldivers и Warhammer? Эти вселенные же просто созданы друг для друга. В обеих все постоянно взрывается, в обеих идет бесконечная война, и обе просто, прикольные. Оказывается, такие мысли посещают и сотрудников Games Workshop, авторов Warhammer. На днях это спалили авторы из Arrowhead Game Studios. Они провели небольшую сессию Q&A в Discord, по ходу которой пользователи вновь подняли вопрос сотрудничества студии с владельцами прав на Warhammer. Ответил на этот вопрос Шамс Джордани, глава Arrowhead собственной персоной. Он сказал следующее. В Games Workshop были бы рады кроссоверу. Нам самим очень нравится 40K, но время и ресурсы отнюдь не безграничны, а наши руки заняты. Конец цитаты. Проще говоря, поддержка Helldivers 2 отнимает у команды много времени и сил, чтобы вкладываться в создание уникальных ассетов и планировать большое обновление. А было бы круто, конечно. Недавно студия Games Voice выпустила русский дубляж Grand Theft Auto Vice City. Умельцы, видимо, оказались так воодушевлены своими успехами, что решили пойти еще дальше. Они анонсировали полный русскоязычный перевод Grand Theft Auto San Andreas. Вменяемых русских озвучек у San Andreas, насколько я знаю, еще не было, а это вот серьезная заявочка. Как обычно, производство будут финансировать фанаты. В силу невероятных масштабов криминального экшена сбор средств пройдет в несколько этапов. Если соберут лям 200 тысяч, переведут сюжетку. Если больше, возьмутся и за радио. Команда Games Voices уже провела целый стрим на тему перевода игры, там ребята поотвечали на вопросы и собрали немало кэша. На момент подготовки инфакта им уже надонатили на озвучку и на стриме, и после почти 700 тысяч рублей. Хорошо идут. Никогда такого не было, и вот опять огромная корпорация нахлобучивает фанатский мод. В этот раз досталось творению Лэнса Макдональда. Почти 4 года назад он нашел способ поднять частоту кадров в Bloodborne до 60 FPS. Теперь Sony вдруг спохватилась и отправила энтузиасту письмо счастья. В уведомлении именем Sony Interactive Entertainment его попросили удалить опубликованные ссылки на патч, что он и сделал. Но вот вопрос, почему платформодержатель связался с Макдональдом именно сейчас? Оптимисты сразу распаковали баллоны с копиумом и начали фантазировать. Мол, Sony готовит собственный апдейт, ремастер или даже ремейк. Да, верим, да. Не просто так они его забанили, да, просто ремейк делают. Сегодня прям фестиваль криво-оптимизированных игр в выпуске. Вот первый участник. Версия Marvel's Spider-Man 2 для ПК оказалась фигней. Утром 3 февраля у Spider-Man 2 были смешанные рецензии в Steam. Почти 5000 обзоров и 59% из них положительных. Если верить негативным комментариям, изъянов у ПК-версии навалом. Неважная оптимизация, рассинхронизация звука, баги, вылеты, да жалобы на техническое состояние встречаются даже в хвалебных мнениях. Некоторые примеры отзывов лежат в заметке на нашем сайте, но суть, думаю, вы поняли. С покупкой лучше повременить. Ну и второй и третий участники фестиваля. Сборники с The Sims и The Sims 2, которые должны были вернуть старенькие игры в магазины и вложить в них поддержку актуальных систем, чё-то не работают на актуальных системах. То есть что-то работает, а что-то нет. Вот сборник The Sims Наследие публика встретила еще более-менее тепло. Из проблем — интерфейс по меркам современных мониторов крохотный и бывают вылеты. Не уверен, что обязательная покупка, но если прям очень хочется, можно и сыграть. Вот у The Sims 2 Наследие дела обстоят несколько хуже. Переиздание пока что довольствуется смешанным рейтингом. Баги, вылеты, отсутствие каких-либо качественных улучшений, а также слишком высокая цена. Вот состав этого перевыпуска. Тут уж думаете, надо оно вам или нет, сами, если планировали брать. Как выяснилось на прошлой неделе, Dragon Age The Veilguard и EA Sports FC 25 выступили хуже, чем надеялось издательство Electronic Arts. Об этом мы рассказывали в инфакте. Вскоре после этого в BioWare прошла реструктуризация, а вот сейчас Bloomberg принесла детали этой реструктуризации. Со стороны она выглядит как сокращение команды, честно говоря. Согласно источникам Джейсона Шрайера, в штате студии осталось меньше 100 человек. Коллектив сократился в 2 раза по сравнению с 2023 годом.
когда там числилось больше 200 сотрудников. Причем вместо обычного сокращения персонала EA решила немного схитрить. Она сказала, что перевела некоторых разрабов из BioWare на другие должности. В рамках разработки новой Mass Effect им просто пока нечем заняться. Только вот в конце января выяснилось, что попавшие в другие команды сотрудники внезапно перестали числиться в штате BioWare. То есть для возвращения в знакомый коллектив им придется ждать открытых вакансий и заново проходить отбор. Это при том, что и без традиционных увольнений дело тоже не обошлось. Студию покинул целый список именитых авторов. Сотрудники, между тем, винят в провале Dragon Age The Veilguard саму Electronic Arts. В материале Bloomberg подчеркивается, что корпорация то и дело меняла видение проекта. Изначально четвертая часть фэнтезийной саги замышлялась как RPG с акцентом на одиночной кампании. Потом издатель захотел игру-сервис, после чего решил, что исходный замысел все же заслуживал права на жизнь и надо его вернуть. Эти метания поставили разработчиков в неудобное положение, стоили им драгоценного времени, а теперь еще и карьеры в компании. Netflix, видимо, решила подвинуть Secret Level в инфополе и вывалила на зрителей opening аниме Devil May Cry. Если бы видос был просто норм, то и обсуждать было бы нечего. Но он прям взбудоражил общественность. В стильном ролике хватает зрелищного экшена и визуальных отсылок к первоисточникам, но главный прикол — это выбор трека на фоне. Данте месит демонов под аккомпанемент песни Rolling группы Limp Bizkit. Это вот та, которая Keep Rolling, 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 yeah! Композиция живо напомнила геймерам об аниме-мьюзик-видео эпохи раннего YouTube. В те годы сайт пестрил любительскими роликами под такую музыку. Начать перекатываться во время просмотра анимационной версии Devil May Cry можно 3 апреля. Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. А вот и все новости на сегодня. Еще больше инфы об актуальных событиях в индустрии читайте на нашем сайте. А еще там же можете посмотреть необычный разбор полетов с Ваней Лоевым и Яном Грибовичем в главных ролях. Очевидцы говорят, что получилось прикольно. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!